колесо спустило. Куда же он поехал? Ребятушки, hello, как говорится, приветствуем вас в городе Лос-Анджелес, Соединенные Штаты Америки. И вы знаете, да, что мы не канал про автомобили. Садимся. Где язычок? Но, тем не менее, мимо одной модели мы пройти не смогли. Многие из вас помнят сентябрь 2019 года, когда был международный автосалон в Лос-Анджелесе. Там показали Hyundai Vision T. И представители компании Hyundai сказали, что именно так будет выглядеть новый Hyundai Tucson. И все таки ха-ха-ха посмеялись, потому что тогда Hyundai Tucson выглядел вот так вот. Ну, то есть, где вот этот новый концепт, а где серийный Hyundai Tucson. Но, тем не менее, прошло совсем немножко времени. И вот вам, пожалуйста, 5-е поколение Hyundai Tucson. Да, мы не канал про автомобили, но эта тачка супер популярна в России, хоть пока там не продается, но уже доступна в Соединенных Штатах Америки. Быстрый обзор, поехали! Пункт номер 1 – это, конечно же, внешность. Дневные ходовые огни встроены в решетку радиатора. Насколько это практично, как они светят, что делать, если поломается. Многие люди любят менять все это дело сами. Пока непонятно. Вопросы у нас тоже есть, но покажет, естественно, эксплуатация. Габариты почти те же. Кстати, в Китае будет доступен длинный Tucson, называется Tucson L. Почти 4,7 метра длиной и еще и со здоровенным планшетом посередине. Версия чисто для Китая. Но снаружи новый Tucson многие из вас видали. Наши украинские коллеги сделали много довольно неплохих, кстати, обзоров на этот автомобиль. Давайте посмотрим, что внутри. И мы специально покажем вам машину не в топовой комплектации, как делают часто наши коллеги, которым дают машины с представительства, и там все красиво, все хорошо. Эта машина в средней конфигурации. Не базовой, не самой дешевой, а в средней. То, что любят, так сказать, у нас в России. Машину можно открыть двумя способами. Вот ключ обычный, самый простой ключ как ключ. И есть вариант открытия машины с помощью смартфона и через NFC. Насколько надежно, опять же, поживем видим, это у нас средняя конфигурация. Давайте начнем с багажника. Вид сзади, тоже много что изменилось. Логотип находится вот здесь вот. Итак, у нас вот такой багажник, есть докаточка. Так, раз и два. Отличные, привычные габариты. Детская коляска, велик в каком-то немножко складном виде, самокат электрический, все сюда без проблем поместится. А вот заднее сиденье, как мне показалось, немножко интереснее. Там стало больше места. А это же офигенно важно. Задний ряд. Обратите внимание, салон самый простой. Вот все как надо. К тому же тканевый. Многие любят тканевые салоны. Места стало больше, как нам сказали, на 2,5 сантиметра. Вроде бы как бы немного, но смотрите, куча места. Переднее сиденье стоит так, что мне удобно 1,87 м там сидеть. Я только что там сидел. Во! Давайте сядем. О, кстати, перед тем, как сядем. Что у нас с громкостью закрытия двери? Давайте послушаем вместе. Очень нежно отпускаю. Захлопнулась. Захлопнулась. Подождите писать комментарий. Это не белое, это пленка. Вот эта вся панель выглядит вот так вот. Она черная, по умолчанию черная. А многие люди, как вы знаете, не любят снимать пленочки, в том числе владельцы Hyundai. Но она в продаже сейчас, правильно? Да, машина продается. А почему вы ее продаете? Я куплю себе другую, такую же, но свежее. Значит, вариантов у салона 2. В топовой конфигурации, вот, ребятки, посмотрите, там у нас двухэтажная архитектура. Все на сенсорах, крутилок нет вообще. И вместо вот этой вот приборной панели экран 10 дюймов без козырька. Мы видели живьем, ну, честно говоря, вариант спорный. Интересный, но спорный. Надо покататься, посмотреть. А здесь у нас все просто и понятно. Но лично по мне, честно скажу, я бы взял вот такое. Недорого, функционал ровно тот же, работает надежно. А вот здесь, пожалуй, хотелось показать новый салон, потому что рычаг АКПП стандартный, а в новом салоне у нас кнопочки, как и Hyundai Palisade. Мультифункциональный руль, это, кстати, в базовой конфигурации самый простой, уже есть кнопки на руле. Есть круиз-контроль, есть голосовое управление, есть управление громкостью и приятная такая крутилочка слева. Немножко люкса даже в базовой конфигурации все-таки оставили. А справа такая же, смотри. О. Комп однозначно, что надо. Меню отличное, супер отзывчивое, работает быстро и иконки большие. При этом крутилки, громкость, климат-контроль, все вот не глядя, не отрываясь от дороги, можно покрутить. Но давайте посмотрим, что под капотом у нас 9 вариантов двигателей. Кстати, интересно, вот тут написано на бумажке, что эта машина сделана в Америке. То есть производство Hyundai есть в том числе в Соединенных Штатах. Гарантия на нее 5 лет или 60 тысяч миль пробега. На всю машину целиком, а на коробку, кажется, там гарантия 6 лет или 100 тысяч миль.
Значит, вариантов по движкам очень много. Прямо сейчас заявлены бензиновые турбомоторы 1,6 литра, 150 и 180 сил. Есть варианты с гибридом, там еще электромотор на 60 сил. Семиступенчатая автоматическая коробка передач. Есть варианты и для тех, кому совсем нужно просто и дешево. Это дизель 1,6 литра, 115 лошадиных сил на механической коробке передач. В Америке, правда, такой никто не покупает, но такой вариант в принципе есть. А будет ли все это в России? Дождемся официальных цен и старта продаж. А прокатиться нам дадут? Спросим. Ребятки, хорошие новости. Разрешили прокатиться. Место называется Win Hyundai Carson. Это дилер Hyundai здесь, в Лос-Анджелесе. Если вы будете проездом, имейте в виду. То есть прям дали, сфоткали права, дали ключи, говорят, пожалуйста, прокатитесь. Но мы решили сделать немножечко интересно. Поскольку мы, как вы знаете, не канал про автомобили, мы нашли здесь, в Лос-Анджелесе, интересного человека, который говорит на русском языке и который здесь занимается прокатом автомобилей. У него несколько сотен машин в пользовании, во владении, и он сдает их в аренду. Его зовут Никита, сидит внутри. Он будет сегодня проводить с нами тест-драйв, поделиться впечатлениями от нового таксона. Это был первый момент. А второй момент. Та машина, которую мы только что снимали, ее купили. Мы отошли на 5 минут поменять батарейку на камере. Подошла какая-то бабушка, сказала, мне нравится. И ей ее уже отгрузили. Где она, кстати, уехала? Уже уехала. Прошло 20 минут, она уже на ней уехала. Дали такую же, только черную, и там сняты пленки. Так что садимся. Сейчас Никита нам расскажет, как его машина, и вообще расскажет, как ему тут живется. Поехали. Ребятки, прошу любить и жаловать Никита. Никита, очень коротко о себе, в 2 словах. Мне 52 года. Так. Зовут меня Никита, фамилия Громыко. Я родился в городе Обнинске, Калужская область. А затем уехал в Одессу учиться в гидрометеорологическом институте, где я и осел. И когда страна распалась, которую мы знаем как Советский Союз, я оказался украинцем. И в 90-х годах я переехал в Америку жить, перевез свою семью. Давайте прокатимся. Первый раз вы в Туcsоне, Таксоне, да? Да, вообще даже вот ни на одной из моделей Тассона я раньше не ездил. Ну, Ни на старых, ни на новых. про ваш бизнес тоже вкратце, так сказать. Сколько у вас? Мы заявили, что у вас несколько сотен автомобилей. Это правда? Да, 520 примерно автомобилей. То есть у вас такая пачечка СТСов 520, да? И вы Да, тайталов, то, что мы называем тайтл. Что вы делаете с этими автомобилями? Я сдаю их в аренду страждущим, а страждущих достаточно много. Страждущим? Да, тем людям, у которых по каким-то причинам нет автомобиля в данный момент. Ага, много ли таких в Америке? Очень много. Это Серьезно? огромная индустрия, там, скажем, компании другие крупные. Потому что я имею микронную компанию по сравнению с монстрами бизнеса, такими как Enterprise или Avis или Hertz. Enterprise компания, например, имеет 1,2 миллиона автомобилей. Ого. В своем автопарке только в Америке. Как, откуда деньги на 520 автомобилей? Откуда деньги, Зин? Ну, да. Деньги на самом деле из финансовых институтов Америки. Это все кредитные деньги? Да. Как частное физлицо может получить кредит на 520 автомобилей? Это постепенный процесс. У меня на это ушло 3 года. Первая машина у меня появилась 18 апреля 2018 года. Компании, которые занимаются кредитованием рент-а-кар бизнес в Америке, у них минимальный кредит, который они тебе будут рассматривать, чтобы тебе дать, Да. это $500 000. У вас есть Hyundai в парке, кстати? Да, есть. Какие модели? Это Сонаты и Элантры. Катались ли вы на них? Да, это одни из моих любимых автомобилей, Почему? потому что они очень легки в управляемости, они достаточно эргономичны. То есть вот я сейчас сижу в этой машине, мне достаточно удобно. Памятую, раньше я когда-то был дилером компании Volvo. Ого, Если вы помните, были такие Volvo 440, Volvo 460 конечно. много лет Синие, назад. Да, Да, синий, именно синий. именно синие. Да. Для меня Volvo всегда автомобиль был эталоном эргономики для человека, который сидит в этой машине. И я считаю, что Hyundai вот достиг этого совершенства с точки зрения вот эргономики для водителя в данном случае. У меня как таковой моей машины нет, потому что та машина, которая вечером осталась в гараже, на ту я сажусь и еду домой. Да, предпочтение я отдаю Тесле. И вы сейчас на ней приехали, кстати. Да. При этом я предпочитаю ездить днем там, или когда я еду домой на автомобиле Toyota Corolla 2020 года. Так. Она очень-очень комфортная, очень легко управляется. В данном случае, если говорить об этой машине, она мне тем же самым нравится.
У вас в Тесле большой экран. Здесь вот у нас средняя комплектация. Тут может быть экран, но здесь крутилочки. Что круче? Крутилочки или экран? Для меня крутилочки. Но вы катаетесь, удовольствие-то от Теслы получаете. Да, но не от того, что я должен отвлекаться от дороги и смотреть, на какую кнопку нажать. Здесь же я интуитивно, не глядя на клавишу или на, значит, вот эту рукоятку, я просто кладу руку и делаю то, что мне нужно. Там же я должен смотреть, потому что в Тесле, как вы знаете, чуть-чуть нажал не туда, и у тебя совершенно другое на экране. Да. Соответственно, ты должен отвлекаться второй раз для того, чтобы исправить ошибку и затем прийти к той функции, ради которой ты хотел что-то нажать. Обратите внимание, вот Mercedes, Да. любой взять, и вот этот Hyundai. Так. Вот поглощаемость шероховатости дороги, на мой взгляд, одинаковая. Идет мягко. Очень мягко Это идет. правда. И шумопоглощение автомобиля тоже достаточно хорошее. Потому что мы с вами говорим нормальным, негромким голосом и прекрасно друг друга слышим. Как вам габариты внутри? Много ли места хватает? Эргономика? Ну, давайте скажем, что рост у меня 1,90 м, и мне достаточно удобно сидеть в этом автомобиле. Но другой момент, как удобно ли сидеть человеку сзади меня, скорее всего. Места там достаточно. Есть, да? Да, мы Ну, сидели, ноги помещались. Тогда бинго. Как вам в Америке живется? В Америке живется шикарно, и при этом я вам хочу сказать, Ну что уж прям шикарно. никакой системы не существует, на мой взгляд, в мире идеальной. И Америка тоже не идеальная страна. Да, мы видим каких-то наркоманов, мы видим бомжей, может быть, дороги не всегда очень хорошие. Но когда ты берешь все в комплексе, я вам приведу такой пример. Мой бизнес я открыл в декабре 2016 года. За все эти годы у меня не было ни одной проверки. Ко мне за 5 лет не пришел никогда и никто. Потому что я просто никогда не попал в красную зону. Плачу ли я налоги? Да, я плачу. Тяжело мне было к этому привыкнуть? Да, тяжело, потому что мы же привыкли налоги не платить. Так. Но здесь я вижу инфраструктуру, да, куда эти деньги вкладываются. И этой инфраструктурой я пользуюсь, и мои дети. Соответственно, почему бы мне не заплатить налоги? Но если взять в целом всю страну Америку, то мне здесь намного больше нравится, как бизнесмену и как человеку, со многих точек зрения. И ты не обязательно должен быть бизнесменом. Но если у тебя есть желание работать, то ты всегда найдешь здесь себе хорошее применение. Ну как в целом о машине впечатление? Очень комфортная машина, легко управляемая, много регулировок. В принципе, все это стандартное. Но это вот, на мой взгляд, очень хорошая машина-середнячок. Огромное спасибо. Да, И удачи спасибо вам Спасибо огромное за дело, которое вы делаете. Стараемся. Спасибо. Ребятушки, вот такая вот история. Спасибо, что посмотрели. Новый Hyundai Tucson 2022. Они это называют, хотя 2021 год называется почему-то Tucson 2022. Напишите, как вам новый дизайн Hyundai. Вот стоит Sonata, вот стоит Santa Fe в классном красном цвете. Что вы об этом думаете? 24 950 долларов стоит эта машина. Напишите, пожалуйста, две вещи. Во-первых, как вам ценник, и второе, как вам новый дизайн Hyundai. Hyundai Sonata, Hyundai Tucson 2021 года. И вот стоит, еще раз повторюсь, красная Santa Fe. Спасибо большое Никите. Все ссылки внизу. Ждем ваши комментарии. Hyundai Tucson 2022. Почему-то называют, хотя 2021 год. Увидимся. Пока.